Для этого вкусного, при этом простого и быстрого пирога я беру одно яйцо. К нему добавляю одну щепотку соли, 100 граммов сахара, а для прекрасного замечательного аромата добавляю 1 чайную ложку ванильного сахара. Все продукты хорошо перемешиваю венчиком, но, конечно же, по желанию вы можете использовать миксер. Очень быстро эта ароматная масса у меня побелела. Теперь я возьму немного масла, 35 граммов. Масло нужно растопить. Все ингредиенты снова перемешиваем. Дальше добавим немного йогурта или кефира, 100 граммов. При этом йогурт у меня комнатной температуры. И прежде чем его добавить, я насыпаю сюда четверть чайной ложки соды, пищевой соды. Она погасится в кислоте йогурта. Вместо пищевой соды можно использовать пол чайной ложки разрыхлителя. Ну и, конечно, опять все перемешаем. Осталось добавить только муку, и чтобы пирог был пышнее и воздушнее, я просею ее через сито. Муки беру 1 стакан 250 мл или 140 граммов. И опять перемешаем ингредиенты. Тесто у нас получается такое гладкое, шелковистое, с прекрасным ароматом ванили и сливочного масла. Тесто пока на минутку убираю в сторонку. Беру 2 таких достаточно крупных яблока. Вместе они весят 370 граммов. И очищаю их от хвостиков и серединок. А затем каждый кусочек я нарезаю кубиками. Такими небольшими, не мелкими, средними, можно сказать. Нарезанные яблоки отправляем в тесто. И перемешиваем, чтобы они равномерно распределились в тесте. Как видите, в нашем пироге яблоки будут преобладать над тестом. Подготовим сковороду перед выпеканием пирога. Я ее смажу сливочным маслом и немного посыплю манной крупой. Для приготовления пирога на сковороде я очень рекомендую брать вам сковороду с толстым дном и толстыми стенками. Если же вы не уверены в толщине дна сковороды, рекомендую применить такой лайфхак. Вырежьте из бумаги для выпечки такой вот кружочек и простелите на дно сковородки. Яблочное тесто выкладываем на сковороду. И распределяем, чтобы оно лежало равномерно. Затем накрываем сковороду крышкой. При этом очень желательно, чтобы в ней было отверстие. Через это отверстие будет выходить ненужный нам конденсат. Если вы также будете готовить на газовой плите, очень рекомендую воспользоваться рассекателем. Сковороду ставим на практически минимальный огонь. Может быть, кому-то эта информация будет нужной. Диаметр моей сковороды 24 сантиметра. А пирог готов через полчаса. Снизу он румяный, а сверху все тесто стало плотным, при этом яблоки внутри мягкие. А аромат у нашего пирога просто восхитительный. И если вам понравился такой рецепт, готовьте с удовольствием. А также я рекомендую вам подписаться на канал и нажать колокольчик,
чтобы сразу видеть новые, хорошие рецепты. Ставьте лайк под видео, если такой рецепт был вам интересен. Пишите свое мнение об этом пироге в комментариях. А я, как всегда, желаю вам здоровья, мирного неба над головой и до встречи в следующем вкусном видео.